Гибридные наушники в классическом дизайне, но с топовыми материалами. Поддержка аудиокодека высокой четкости, сенсорная панель с возможностью регулировать громкость прямо с наушников, режим низкой задержки для любителей поиграть в игры на смартфоне, отличный комплект за свою стоимость. Также на борту защита IPX5 от влаги, фирменное приложение с кастомным эквалайзером, беспроводная зарядка бокса, что очень круто, и самое главное — это невероятное звучание. Все это нам обещают в наушниках под названием SoundPits H1. А так ли это на самом деле, как всегда, сейчас выясним. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами классическим образом обсудим одни из наушников из Поднебесной. Здесь гибридные драйвера, разумеется, это затычки, разумеется, здесь Qualcomm-овский чип QCC3040. Чуть ли не самые популярные, разумеется, есть игровой режим, то есть здесь режим минимальной задержки и максимально классический стиль. Черненькие они, простые и классические. Практически все их коробки вот так выглядят. То есть они добавили пенные амбушюры в свои лоукостовые, достаточно не очень дорогие наушники. Следующий момент. Кабель USB Type-C на USB-A. Довольно длинный. Однородные амбушюры. Сеточки для звуковода в количестве 2 штук здесь тоже идут. 2 пары однородных амбушюр и 3-я пара, скорее всего, на них. Да. Ох, цвет, блеск, красота. Мало того, что soft touch, так еще и прозрачная поверхность. Ну нет, мне не идеально. Вот мне не идеально. Они мне даже чуть-чуть маленькие, хотя торчат они эгегей. Но вылетать даже с штатными амбушюрами они, скорее всего, из моих даже ушей не будут. Индикатор заряда батареи показывает, что у нас полного заряда бокс, и еще и диоды индикации на самих наушниках. Я думаю, во время работы они не мигают. Насколько они хороши и стоит ли их брать, по моему мнению, плюс примеры микрофонов, тесты всего и вся, вы, разумеется, увидите в ролике. Смотрим. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. В продаже только одна расцветка, которую вы видите на экране. Зарядный кейс изготовлен из матового пластика, дизайн классический, основная часть бокса черного цвета, крышка серая. Габариты составляют 71 на 41 на 33 мм. Вес 42 грамма. В кармане мешается, так как габариты не маленькие. Тактильно приятный, из рук не выскальзывает. Материалы марки на черном цвете, видно отпечатки пальцев просто отлично, а вот потертости за время моего использования он не собирал. Сборка мне понравилась. Люфт у крышки минимальный. Открыть одной рукой можно, но крышка не фиксируется в открытом положении, что, конечно же, явный минус. На корпусе есть логотип, краткая информация мелким шрифтом, разъем USB Type-C, и рядом с ним располагается LED-индикатор, который светится во время зарядки. Внутри на матовой поверхности расположили 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки для каждого. Также есть маркировка и LED-индикатор состояния заряда аккумулятора бокса. Наушники в боксе не гуляют, при тряске вылетают, но нужно постараться, чтобы их вытряхнуть. Вывод: магниты очень хорошие. Если кейс просто перевернуть, то наушники останутся на своих местах. Хлопок при закрытии крышки звонкий, слегка раздражительный. Опять же, кому как. Лично мне раздражителен он. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 5 минут. Беспроводная зарядка на борту, что круто и удобно. Наушники можно перезарядить от кейса полных 4 раза. Саморазряд я не наблюдал. Переходим к наушникам. Большая часть наушников выполнена из черного soft touch, а область, где находится сенсорная панель, из матового серого пластика. Также, ближе к звуководу, часть наушников выполнена из глянцевого прозрачного пластика, что очень круто смотрится. Дизайн лично мне нравится. Отмечу тот момент, что материалы бокса и наушников отличаются, за что огромный плюс. Сборка не самая плохая, но видны зазоры в местах стыковки. Также через прозрачную вставку можно заметить клей. Может быть, у вас не так, но у меня вот так. Габариты 26 мм на 19 на 23 мм по самым объемным частям. Вес одного наушника с амбушюрой 6,1 грамма. Посадка в ухе не особо комфортная, и из ушей они выпирают, притом прилично. В моем случае уши устали через 1,5 часа использования наушников. Не подходят мне они по форме. Из рук они не выскальзывают. При занятии спортом из ушей не выпадают. Звуковод размером 6 на 5,8 мм. Сеточки не порадовали, так как самые дешевые, а вдобавок наклеены очень криво. Хорошо, что запасные есть в комплекте. На корпусе есть световой индикатор, который во время воспроизведения музыки не мигает. Далее есть по 2 микрофона в каждом наушнике, контакты для зарядки и сенсорная панель с лейблом. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, вызов
голосового ассистента, регулировка громкости, ответ, сброс звонка, а также включение игрового режима. Также на борту есть голосовое управление с поддержкой английского языка. Оснащены гибридные наушники с балансированными арматурными драйверами Knowless на 8,6 мм, динамическими драйверами и вдобавок запатентованными кроссоверами. Установлен чипсет Qualcomm QCC3040, шумоподавления и режима прозрачности нет. Что такое приличный фейл? Мы уже привыкли к устройствам с этими функциями. Пассивное шумоподавление отличное, как вы прекрасно понимаете, если правильно подберете амбушюры. Заряд наушников в шторке показывают, по одному работают, но переподключаются с задержкой. Автоматически подключаются после извлечения из бокса с ранее сопряженным устройством. Мультипоинта, к сожалению, нет. Сенсоров приближения не завезли, анимация при подключении отсутствует. Емкость аккумулятора одного наушника 60 мАч. Полный цикл зарядки занял 1 час 30 минут, 80% заряда ушло за 5 часов 30 минут на 50% громкости по кодеку aptX Adaptive. Быстрой зарядки нет. Защита от пыли и брызг IPX5. После погружения их в проточную воду с ними ничего не произошло, что уже радует. Но так делать не стоит. Далее, для удобного использования нужно установить приложение SoundPits. Доступно оно как на Android-системах, так и на iOS-системах. Интерфейс приложения на английском языке. На главном экране можно увидеть заряд аккумулятора наушников в процентах по отдельности, а вот заряда бокса здесь нет. В настройках наушников есть ползунок громкости, включение адаптивного эквалайзера, также есть 9 готовых пресетов, и что хорошо, также это наличие кастомного эквалайзера, на который наушники откликаются отлично. По каким-то причинам здесь же находится вкладка с настройками для режима прозрачности и режима шумоподавления. Далее можно включить или выключить игровой режим и световые индикаторы на наушниках. Обновить прошивку приложений возможно, и обнова лично мне прилетела сразу. Bluetooth почти последней версии 5.2, хотя 5.3 я еще в наушниках не видел. Подключить их к смартфону труда не составляет. Из кодеков на борту aptX Adaptive, SBC и AAC. Через две стены не отваливались, и фризов я не заметил. Задержки на YouTube незаметны, в играх задержки с включенным игровым режимом приемлемы, играть более чем комфортно. Примеры вы сейчас увидите. Микрофоны со стандартным шумоподавлением CVC отрабатывают неплохо, голос лишь слегка искажают, но перегруз присутствует. Примеры сейчас услышите. Наконец, тест микрофонов SoundPits H1. Почему наконец? Потому что эти уши я хотел купить прям очень давно, очень многие мне их расхваливали за звук. И я вам скажу, что про звук вы узнаете позже. А сейчас я могу вам единственное дать возможность услышать, как они работают на улице. Микрофоны здесь, опять же, помним, что находятся далеко от источника. То есть это микрофоны не в ножке, допустим, наушников. И это вам не шнурок. У шнурков микро стандартно практически всегда, даже за копейки, лучше всех. По поводу того, ветер отсутствует или нет, отсутствует ветер. Но, с другой стороны, когда машины едут, ввиду того, что здесь частично лед, частично вода, гололедица, то вы слышите, что все вокруг довольно громко должно быть. Поэтому сейчас вы, надеюсь, услышали, насколько хорошо может отрабатывать шумодав этих ушей. Но это не важно, потому что в данном случае, мне кажется, такой форм-фактор ТВС крупные люди покупают ради звука. Хотя микрофоны тоже должны быть неплохими. Помним, почему я не делаю примеры микрофонов в помещении. В помещении работает все хорошо, даже за долларов 6-7. А вот на улице они уже начинают захлебываться довольно часто. Смотрим.
Звучание на 100% громкости, каша минимальна, запаса громкости хватает. Я прослушивал музыку не более чем на 60% громкости, как по мне, уши с упором на средний бас. Сцена широкая, звучание детальное, есть баланс между четкостью и плавностью. Вокал отыгрывают хорошо, как и инструментал. Низкие частоты находятся на своих местах, как и средние и высокие частоты. Но в моем случае есть один фейл, так как после прогонки на автономность они стали звучать очень жутко. Но иногда бывает, что они работают хорошо. Более чем уверен, что это брак, так как у других обладателей данных ушей таких проблем не было. Да и у меня через пару дней они стали работать нормально, но вот такой рандом довольно удивителен для саундпитсов. Из минусов: нет активного шумоподавления, нет режима прозрачности, нет отображения заряда бокса в процентах. Лично для меня оно не идеал по посадке, также сборка оставляет по мне желать лучшего. Хотя, смотря как смотреть, учитывая прайс в долларах, ну, адекватная сборка. Также нет датчиков приближения, это тоже такой функциональный фейл. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Мини-лайфхак, не факт, что кому-то поможет. Если у вас на счетах есть доллары, то в долларах, когда платишь, оно, во-первых, психологически легче, а во-вторых, выгоднее, потому что Али ставит просто космический курс на девайсы, которые продаются в Поднебесной. Понятно, если вы покупаете на Тмоле, вы покупаете при любом раскладе в рублях. Но если вы покупаете что-то из Китая, цена в долларах очень часто вот в этот переходный период она намного выгоднее. Поэтому смотрим цену в долларах, и вы реально можете сэкономить до 30-40% стоимости. А это серьезный плюс. То есть сейчас с курсом играть прямо must have обязательно. 7 числа, еще раз повторяю, начинается сейл на Али. Какие-то промокоды будут, насколько это будет выгодно и дешево, я вам ответить не могу, но сегодня я, допустим, купил 2 рюкзака по 2100 рублей, хотя до изменения курса я их не мог купить даже за 2,5. Поэтому смотрим телегу, прикидываем и решаем, что-то вам нужно или нет. Даже в это время что-то веселое появляется. Резюмирую, наушники однозначно порадовали своим звучанием, как по мне, они достойны внимания, так как гибридная система в этом случае показала себя хорошо. Не могу сказать, что во всем остальном они хороши, мне лично по посадке они не особо зашли. Не забываем подписываться на телеграм-канал Взаимопомощи по ссылке в прикрепленном комментарии, потому что вполне возможно, ввиду того, что закрыли и вот этому я рад монетизацию на YouTube, возможно, его полностью закроют, я буду на него лить через VPN, но все равно, если вы хотите приобщиться к комьюнити, в котором нет мата, хамства, рекламы и нет политики, welcome, мы про железки. Нас там больше 6000 человек, да, кто-то уходит, кто-то приходит, но всем рады, особенно тем, кто настроен на обсуждение чего-то позитивного. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре, буду стараться приобрести. Мирного вам неба над головой, выключаем панику, включаем позитивное мышление, девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.